Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал. Привет! Сейчас мы с вами сделаем чистку и отливку. Вот. И мы с вами поработаем. Итак, загадайте сейчас ваши вопросы к мирозданию. Что хотели бы вы открыть? Что хотели бы вы узнать? Какие вопросы, чтобы были освещены? Мы начинаем. Ближайшие события, о которых вам необходимо знать, и чистка нашего с вами энергополя. Так, уже пошли сразу картинки. Так, во-первых, вижу человека в моменте какого-то то ли выбора, то ли поиска пути дороги. Человек ищет информацию какую-то, анализируете, какие-то посещаете. Скорее всего, это интернет. Надо сделать выбор, и идти надо в каком-то выбранном направлении. Вы знаете, вы с таким подходом четким действительно выберете самый оптимальный вариант. Вот мне показывают, как человек как будто ищет, и среди обыкновенных камней находит бриллиант. То есть вы найдете то, что вы ищете. Ответы на ваши вопросы. Вы сами себе режиссер. Пишите сценарий своей жизни. Большие перспективы, полагайтесь на себя. Такая рекомендация. Так, дальше. Здесь идет вызов на какой-то откровенный разговор. Кто-то скажет, давай поговорим откровенно. И у вас немножко такой, как страх перед этим откровенным разговором, да? Вы же не знаете, что человек именно скажет вам. Я вижу, что это будет вообще для вас и много инсайтов, но и очень полезно, потому что вы будете понимать, как дальше развивать свои отношения с этим человеком, которого мы рассматриваем, который предложит вам вот этот искренний разговор. Так, дальше идем. У кого-то, как будто, знаете, ностальгия по прошлому одолевает. Это не обязательно об отношениях, хотя и тоже о них. Может быть, кто-то вспоминает какую-то свою любовь, как все было у вас красиво, прекрасно. Может быть, воспоминания идут о детстве, о своих друзьях, о какой-то любимой подруге, о родных людях, которых вы давно не видели, допустим. Что вас настроит на эти воспоминания? Вы знаете, какой-то человек вас найдет и вот подымет весь этот пласт. Будете общаться. Вы знаете, у вас вот есть общее прошлое, общее воспоминание. Вот. Очень приятное для вас общение. С этим человеком будет встреча. И в дальнейшем я смотрю, что вы не будете терять друг друга. Уже прям вот поддерживать будете плотную связь. И даже насколько она будет плотной, от вас тоже будет зависеть. Как вы вот... Насколько вам будет важен этот человек, и дальше продолжать с ним общение. Так, дальше идем. На отдаленную перспективу я вижу, что вы какой-то мужчина, вы его встретите, который, не знаю, как понимать вас будет. Может, он сам тоже такой же, да? Он будет понимать вашу эту страсть и довольно хорошо вас снабжать. Денежки давать так, что вы будете довольны. Успешный мужчина. И он, вы знаете, хочет вас видеть. Вот, во-первых, всегда довольной и счастливой, красивой, ухоженной, модной. Он понимает, что это стоит денег. Также ваши какие-то пожелания расти и развиваться, посещать какие-то курсы там. Потому что здесь я вижу, человек настроен не только направлен там на внешние какие-то, да, на внешние изменения себя, но все-таки и на внутренние. Поэтому вот этот человек, он вам будет прям вот счастье для вас встретить этого человека будет. Так, не будет для вас ничего жалеть. Смотрите, вижу пару. Может быть, вы встречаетесь, может, живете вместе, но часто ссоритесь. Как будто, знаете, каждый
хочет свой верх, как-то доказать, что он прав, да. Похоже, что ли, характеры очень, и потому вам так трудно. 2 лидера, может быть, даже 2 львенка, да, по гороскопу. Ух, вам трудно вместе, но у вас любовь есть, у вас есть такая сильная привязанность друг к другу. Будет вас объединять. Вы знаете, все равно вижу вас до старости вместе. Вот. А вот это то, что между вами происходит, вы знаете, вы потихоньку притретесь. Вы как привыкнете, что называется. Что-то кто-то начнет уступать, а может быть, то один, то другой. Это вообще будет замечательный вариант и выход. Угу. Как-то повзрослеете, что ли, внутренне. После самой темной ночи приходит рассвет. Смотрите, идет выход из затяжной трудной ситуации. Так, тучи скоро разойдутся над вашей головой, наступит новый день, новый этап в жизни. Что-то оставите позади, но это хорошо для вас. Это хорошо, потому что вот эти все какие-то моменты, они не давали вам стать счастливой. Поэтому надо менять. Пришло время менять. Идет время вот вашей реализации, как личности, как женщины. Для кого-то новая работа, новые отношения, переезд, может быть, новая жизнь на новом месте, устройство. Новое качество жизни, новое ваше качество. Может быть, кто-то станет мамой, да, кто-то станет женой. В такие перемены идут. И я вижу, что вот в новом качестве вашем идет очень хорошая компенсация. Вот сколько вы отдаете заботы, внимания, любви, вы будете взамен тоже получать, понимаете? То есть, ну вот, довольно-таки счастливое время настает. Очень рада за вас. Так, а что здесь? У нас показан какой-то навязчивый мужчина. Прям вот, знаете, не понимает слова «нет». Вот приглашает куда-то и как-то вмешивается все время, нарушает вот этот покой, то ли пространство жизненное. Женщина говорит там «не могу», а он и начинает, да, а может хотя бы ненадолго, а может быть ты отложишь свои дела и так далее. Как-то таким поведением, как и отталкивает от себя, как обесценивает себя же. Я знаю, что у меня на канале мужчин тоже много. Вот, может быть, кого-то из вас касается тоже. Вот эти отношения вполне могли бы развиваться, но человек слишком навязчив, поэтому он сам под удар вот это развитие ставит. Так, дальше смотрим. Сидит какой-то человек, уже не, в руках держит целые какие-то как мешки. Но это накопительство, конечно, это как человек сохраняет средства, накапливает на что-то. И, честно говоря, уже как будто нет места, где это все складывать. Да? А рядом стоит вот женщина, протягивает руку, вот дай мне, говорит. Но он не дает. Ну, то есть какой-то жадный мужчина здесь показан такой. Конечно, может быть, он на общее какое-то дело, да, вот сказал, давай, подожди, давай мы немножечко вот откажем себе в чем-то, но мы купим там вот этот автомобиль, допустим, ну, образно, вот, а потом уже будем жить спокойно и свободно. Но он как отказывает женщине, не дает. Вот, но если это так, то окей, да, ладно. Но если это человек в принципе такой, да, то тяжелый случай. То тяжелый случай. Так, дальше. Радостная встреча. Так, ну пока что еще только разговор об этой встрече, договоренность. Человек очень для вас приятный. Такое общение идет, такой пинг-понг, знаете. Люди переписываются или там созваниваются. У вас будет встреча шикарная вообще. Тут клевер вышел, счастливый случай. Понравитесь друг другу, уже понравились, скорее всего. Либо у кого-то знакомство заходит новое в вашу жизнь. Здесь даже будет интересно, как будто, знаете,
Вы и хотели бы найти какой-то минус в человеке, а вот не находится. Все нравится. Есть такое переживание, да, как бы хоть бы не разочароваться. Вот такой момент вижу. Так. Новость идет. И такая неожиданная, знаете, прямо как выстрел так прилетит какая-то. Так, а что это новость? Сейчас рассмотрим, о чем. Ну, это в финансах новость. Это хорошая новость. Что-то узнаете о каких-то финансах. Что-то вам прилетит откуда-то. Будете радоваться. Неожиданно, главное, совершенно вот неожиданно. Так, вон цифра 4, 1 и 4. Видите, нет? 14. Может быть, через 14 дней вполне. Вот. Либо 14 числа ближайшего, да, идет вот какие-то денежки придут. Буква «Б» прорисовалась. Может, это банк? Может, банк даст добро на какую-то сумму, вы там на бизнес берете, допустим, или на какие-то ваши дела, на какие-то ваши мечты и планы. Так, выздоровление у кого-то идет. Смотрите, вот деревце, видите, дерево вот прорисовалось. Смотрите, какое оно красивое. Просто стоит как куколка, как картиночка. Дерево — это у нас семья, семейные связи. Это у нас здоровье. Поэтому все, что касается дома, семьи и здоровья, смотрите, очень красиво прорисовалось все. Восстановление, примирение, строительство, может быть, отношений, да. У кого-то может быть очень хорошо, крепко наладится здоровье, если были какие-то проблемы, да. Так, какой-то путь. Смотрите, человек хочет обойти какие-то преграды таким путем, которым никто еще не ходил. И обойдет. Вот как, знаете, как человек идет как на ощупь, ищет какую-то дорогу, какой-то выход из ситуации, запутанно идет. Почему? Потому что если пойдет напрямую, он знает точно, что он не пройдет. И вот этим запутанным путем идет, и вот выйдет. Прямо лабиринты какие-то проходит человек. Так, вот вижу женщину, которая очень много плакала. Плакала или плачет, как-то что-то больно или обидно, или, может быть, переживание о каком-то человеке. Вы знаете, ваши слезки высохнут скоро, кто-то их вам осушит, вытрет эти слезки с ваших щечек. Идет выравнивание какой-то ситуации. Вот почему вы плачете, да? Уйдет именно причина этих слез. Поэтому, да. Я вижу, как эта женщина, которая очень плакала сильно, сидит, улыбается. Все хорошо будет у вас. Как-то все наладится. Вот. Если по личным делам вы плакали, значит, будет налаживаться. Если там по работе, тоже будет какой-то выход. Что-то решится как-то. Так, какая-то женщина, даже и не одна. В общем, одну женщину окружает зависть. Почему-то много завистниц у нее. Что-то, значит, у нее очень такое есть то, чего у других нет. Может быть, формы красивые, да, или успешная, или и то все вместе, да. И вот вижу завидные такие глаза. Но мы с вами это чистим, все это я в воск сейчас запечатываю. Вот, потому что если этого не делать, конечно, зависть ставит подножки, да, начинаются какие-то невезения, мелкие неприятности, перекрытие дорог. Зачем это надо? Вот, поэтому мы это чистим все. Вот зависти, да, много. Есть такой вопрос. Может быть, семейной жизни завидуют или материальному успеху. Вот, или всему вместе. А бывает, знаете, и нечему завидовать. Ну, бывает же такое, да, и все равно завидуют. Бывает и так. Так, какая-то женщина добивается сама больших-больших успехов своим трудом, своим умом, своим каким-то даже терпением. Даже были моменты, когда человек как-то собой жертвовал ради кого-то, что-то вы делали, то, что для вас было очень тяжело, и даже не для себя вы это делали. Вы знаете, такое переворачивается вот эта страничка в вашей жизни, и следующий этап в вашей жизни будет такой светлый, такой, наконец-то, легкий. Вы знаете, как будто вот перышком таким написан, как когда-то, помните, пером писали.
Так, выход из вот этих всех. Но вы сами выстроили себе вот это все, вот эту новую жизнь. То есть это не подарок, это результат ваших трудов. Теперь новый этап вашей жизни, очень такой уже красивый и легкий. Может, бизнес строили, нашли людей, которые будут, вкладывать свои силы, а вы будете только руководить. Это тоже не очень легко, но я вижу, что вы прошли трудный путь, вы все знаете, все умеете. В какой-то вашей реализации вы просто ас. Вот. Вы, по-моему, тут даже как обошли каких-то конкурентов, довольно-таки мощных, да, и у вас получилось благодаря вашей творческой натуре, что ли. Вот такой момент показан. Так, хорошая перспектива, очень хорошая перспектива действительно показана у нас для активных женщин. Ну что, дорогие мои, прижгла чуть-чуть пальчик. Давайте посмотрим с этой стороны. Так, кто-то будет, возможно, сдавать экзамен будете. Либо вы, может быть, знаете, как на ковре у начальства, надо будет так сидеть и что-то отвечать. Спрашивает женщина с такими пышными волосами. Густые волосы, либо так вот они уложены, да. Вот, а человек перед ней стоит, может мужчина, может женщина, такой, знаете, как мальчик. Надо отвечать на все вопросы. Может быть, на работу, например, устраиваетесь, да, и проходите собеседование. Так тоже может быть. Так, стресса тут такого особенного не вижу. Все должно пройти у вас хорошо. Так, мужчина вот летит на всех парах к своей любимой женщине. Какой-то рюкзак за спиной. Вот. И рюкзак, а за рюкзаком вот еще целые крылья. То есть прям вот летит. Настолько он доволен и счастлив, что скоро увидится со своей любимой женщиной. Вот он стоит, мужчина, рюкзак за спиной и крылья. Видите? Так. Здесь взрослая женщина. Как-то много хлопот, много забот. Вокруг полно людей. Тоже они все взрослые, но почему-то вы делаете много дел за них, за этих людей. Может быть, конечно, это ваши ученики, допустим, да. Но если обучаете, то пока они научатся, понятно, что вы сами много чего делаете. Вот. Но может, это, конечно, и семья, когда все сидят на голове у одного человека, а он всем заправляет и рулит. Так. Какой-то человек придет в ваш дом с новыми идеями, принесет в вашу жизнь какие-то новые идеи, то, что вы раньше даже не задумывались. Вы знаете, вас это заинтересует, и у вас сотрудничество может с этим человеком получиться. Это будет как дополнительный доход. Это не будет основное что-то, но дополнительное и вполне даже хорошее. И здесь еще вижу, вы знаете, много показано все-таки таких интимных встреч вот у людей. Вот то, что пока что было только-только зрело, да, или чувства друг к другу, или наконец-то люди друг к другу подходы искали. Найдете эти подходы, созрели ваши чувства, и вот пошли полным ходом встречи. Вот такое у нас сегодня гадание, мои дорогие. Всех люблю и обнимаю. Всем спасибо за то, что вы со мной. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если вам здесь важно, если вам здесь интересно. Подпишитесь, нажмите на колокольчик. Буду вам очень благодарна, потому что это развитие моего канала. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.